Привет, друзья! Меня зовут Женя, и я рада приветствовать вас на моем канале о вязании Yo Happy Toys. Сегодня я хотела бы предложить вам связать вот такое вот маленькое миленькое яичко-домик для вот такого цыпленка. Мастер-класс по вязанию такого цыпы уже есть на моем канале. Внизу под этим видео я оставлю ссылочку, поэтому переходите и вяжите вместе со мной. Таким образом прячется цыпленок в свой домик, домик яичка. Яичко закрывается на пуговку. И получается вот такая игрушка. Детишкам очень нравится играть в такие игры. Нравится прятать там малышей. Яичко двойное. Здесь я использовала белую пряжу, сверху бордовую. Ну а сегодня я хочу связать желтое яичко. И поэтому присоединяйтесь ко мне и будем вязать такое яичко вместе. Я буду использовать пряжу Yarnart Jeans белого и желтого цвета. Также для вязания мне потребуется крючок. Я буду вязать крючком размером 2,5 мм. Рекомендую использовать этот размер или даже чуть-чуть побольше, чтобы яичко получилось более объемное. И чтобы впоследствии туда поместился этот птенчик. Также мне потребуются ножницы и игла для сшивания деталей. Ну что ж, приступаем к вязанию. Сначала мы начинаем вязать внутреннюю часть яичка. Яичко будет состоять из двух деталей. Из верхней детали, вот этой вот, и нижней детали. И впоследствии эти детали будут сшиваться. Сейчас будем вязать верхнюю деталь яичка. Формируем кольцо амигуруми и начинаем вязать в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо амигуруми затягиваем. Далее мы вяжем по кругу. Приступаем ко второму ряду вязания. Вяжем 6 прибавок. То есть в каждую петлю вяжем по 2 столбика без накида. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. Шестая прибавка. Мы связали 2 ряда. Далее мы приступаем к вязанию третьего ряда. Третий ряд мы будем вязать прибавку каждый второй столбик. И в ряду у нас должно получиться 6 прибавок. Столбик без накида. Первая прибавка. Столбик без накида. Вторая прибавка. Столбик без накида. Третья прибавка. Столбик без накида. Четвертая прибавка. Столбик без накида. Пятая прибавка. Столбик без накида. Шестая прибавка. Таким образом мы связали 3 ряда. Я отрезаю вот эту вот ниточку, она мне мешает. Также я возьму желтую ниточку, отрежу немного и буду использовать ее в качестве маркера,
чтобы понимать, где у меня начало ряда и чтобы не спутаться. И таким образом я ее креплю и начинаю вязать 4-й ряд. 4-й ряд мы будем вязать, также в 4-м ряду у нас будет 6 прибавок через каждый 2-й столбик. 1-й, 2-й столбик без накида, прибавка. 1-й столбик, 2-й, 2-я прибавка. 1-й столбик, 2-й, 3-я прибавка. 1-й столбик, 2-й, 4-я прибавка. 1-й столбик, 2-й, 5-я прибавка. 1-й столбик, 2-й, 6-я прибавка. Мы связали 4 ряда. Приступаем к вязанию 5-го ряда. 5-й ряд мы вяжем 24 столбика без накида по кругу. Довязываем ряд до конца и встречаемся с вами в начале 6-го ряда. Я связала 5-й ряд. Вот такая деталька у нас получается. Она немного уже начинает закругляться. Теперь мы вяжем 6-й ряд. В 6-м ряду мы делаем 6 прибавок через каждый 3-й столбик. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, 2-я прибавка. 1, 2, 3, 3-я прибавка. 1, 2, 3, 4-я прибавка. 1, 2, 3, 5-я прибавка. 1, 2, 3, 6-я прибавка. Мы связали 6 рядов. У нас получилось 30 столбиков без накида. Теперь мы приступаем к вязанию 7-го ряда. 7-й ряд мы вяжем 30 столбиков без накида по кругу. Встречаемся с вами в конце 7-го ряда. Я связала 30 столбиков без накида по кругу и перехожу к вязанию 8-го ряда. В 8-м ряду мы также делаем 6 прибавок через каждый 4-й столбик. Я переставляю маркер, чтобы понимать, где у меня начало ряда, и начинаю вязание. 1, 2, 3, 4, 1-я прибавка. 1, 2, 3, 4, 2-я прибавка. 1, 2, 3, 4, 3-я прибавка. 1, 2, 3, 4, 4-я прибавка. 1, 2, 3, 4,
5 прибавка, 1, 2, 3, 4, 6 прибавка. Мы связали 8 ряд. У нас получилось в общем счете 36 столбиков без накида. 9 ряд мы вяжем по кругу 36 столбиков без накида и встречаемся с вами в конце 9 ряда. Я связала 36 столбиков без накида, закончила вязать 9 ряд. Теперь я приступаю к вязанию 10 ряда. В 10 ряду мы также делаем 6 прибавок через каждый 5 столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка, первая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, вторая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, третья прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, четвертая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, пятая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, шестая прибавка. Мы связали 10 ряд. В 10 ряду по кругу у нас получилось 42 столбика без накида. Далее мы вяжем 11, 12 и 13 ряд по 42 столбика без накида. Вяжем самостоятельно и встречаемся с вами в конце 3-го ряда. Я довязала 13 ряд. Вот такая деталь у меня получается. Уже похоже на яичко. Можно убрать маркер, потому что 14 ряд мы будем, в 14 ряду мы будем менять цвет, и начало ряда можно будет ориентироваться по смене нити. Я отрезаю нить, оставляю небольшую длину. Беру пряжу желтого цвета. И далее мы будем вязать пряжей желтого цвета. Посмотрите, как я буду ввязывать желтую нитку. Я не делаю никаких узелочков в своих игрушках. Все нити я ввязываю. Мне так больше нравится. Мы приступаем к вязанию 14 ряда. Мы поменяли цвет. И в этом ряду мы вяжем 42 столбика без накида по кругу. Первый. Обратите внимание, что я ввязываю и белую, и желтую ниточку одновременно. Вот так. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 40, 41, 42.
Вот такая деталь у нас получилась. Мы связали 14 ряд. Вот так вот у нас вязаные ниточки. Можно отрезать уголочки, можно оставить. Все равно этого видно не будет. Далее мы приступаем к вязанию 15 ряда. 15 ряд мы вяжем только за задние полупетли. Вяжем 42 столбика без накида за вот эти вот задние полупетли. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 38, 39, 40, 41, 42. Мы провязали 15 ряд. Далее 16, 17, 18 ряды мы вяжем 42 столбика без накида по кругу. Таким образом мы вяжем 3 ряда. Вяжем эти 3 ряда самостоятельно и встречаемся с вами в конце 18 ряда. Я закончила вязание 18 ряда, провязала 3 ряда по 42 столбика без накида, и вот у меня получилась такая деталь. Теперь мы приступаем к вязанию 19 ряда. С 19 ряда мы начинаем делать убавки. В 19 ряду у нас будет 6 убавок через каждых 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Первая убавка. Один, два, три, 4, 5. Вторая убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Третья убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Четвертая убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Шестая убавка. Мы провязали 19 ряд. В итоге у нас получилось 36 столбиков без накида. 20 ряд мы вяжем по кругу 36 столбиков без накида. Встречаемся с вами в конце 20 ряда. Я связала 20 ряд, 36 столбиков без накида. И теперь приступаем к вязанию 21 ряда. В 21 ряду мы будем делать 6 убавок через каждый четвертый столбик. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. 1, 2,
3, 4, вторая убавка, 1, 2, 3, 4, третья убавка, 1, 2, 3, 4, четвертая убавка, 1, 2, 3, 4, пятая убавка, 1, 2, 3, 4, шестая убавка. Мы связали 21 ряд. У нас получилось 30 столбиков без накида. 22 ряд мы вяжем по кругу 30 столбиков без накида. Встречаемся с вами в конце 22 ряда. Я довязала 22 ряд. И теперь мы приступаем к вязанию 23 ряда. В ряду мы будем делать 6 убавок через каждый третий столбик без накида. 1, 2, 3, убавка, первая убавка, 1, 2, 3, вторая убавка, 1, 2, 3, третья убавка, 1, 2, 3, четвертая убавка, 1, 2, 3, пятая убавка, 1, 2, 3, шестая убавка. Мы провязали 23 ряд. По кругу у нас получилось 24 столбика без накида. 24 ряд мы вяжем по кругу 24 столбика без накида и встречаемся с вами в конце 24 ряда. Я довязала 24 ряд и теперь приступаем к вязанию 25 ряда. Мы будем делать 6 убавок через каждый второй столбик без накида. 1, 2, первая убавка, 1, 2, вторая убавка, 1, 2, третья убавка, 1, 2, четвертая убавка, 1, 2, пятая убавка, 1, 2, шестая убавка. Мы связали 25 ряд. По кругу мы получили 18 столбиков без накида. 26 ряд мы вяжем, также делаем 6 убавок через каждый первый столбик. Каждый второй столбик мы делаем убавку. 1, первая убавка, столбик без накида, вторая убавка, столбик без накида, третья убавка, столбик без накида, четвертая убавка, столбик без накида, пятая убавка,
столбик без накида и последняя 6-я убавка. Мы связали 26 ряд. У нас получилось в ряду 12 столбиков без накида. На этом этапе я выворачиваю детальку вот так белой частью внутрь. Я ее заталкиваю и расправляю по вот этот вот ряд, по оставленные полупетли, чтобы они были примерно на границе пересечения. Вот таким образом. И нам остается закрыть верхушечку. Я немножко вот так вот углубляю пальцем, чтобы мне было удобнее вязать. И мы вяжем последний 27 ряд, 6 убавок. Первая убавка. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая убавка. Пятая убавка. Шестая убавка. Мы связали последний 27 ряд. У нас осталось 6 столбиков. Мы их сейчас стянем. Я отрезаю нить. Ну вот так вот оставляю где-то 10-15 сантиметров, чтобы было удобнее стягивать отверстия. Я вытягиваю вот эту вот ниточку. Вставляю в иголочку. И начинаю пропускать ниточку за передние полупетли каждого столбика. Вот таким образом. Первый столбик. Второй столбик. Третий столбик. Четвертый столбик. Пятый. И последний, шестой. Тяну за ниточку, и отверстие затягивается. Я вставляю иголочку в серединку и вытягиваю ниточку вот в этом месте. Внутри я ее через внутренность детали, то есть она у меня тут не проходит, через внутренность между этими двумя стеночками, вот в этом месте, в месте смены белой нити, я вытягиваю. Немножечко потяну, чтобы верхушечка у нас сгладилась. И эту ниточку я оставляю. При помощи этой ниточки я буду впоследствии вязать петельку для пуговки. Таким образом мы с вами связали первую деталь от яичка. Вот эту вот деталь, верхнюю. И теперь мы приступаем к вязанию нижней детали. Нижняя деталь вяжется по такому же принципу, как и верхняя, лишь с незначительными изменениями, чтобы она была немножко как бы пошире и поменьше, чтобы яичко было все-таки формой яичка. Начинаем вязание с кольца амигуруми.
Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо амигуруми затягиваем и далее продолжаем вязание по кругу. Вяжем второй ряд, делаем 6 прибавок в каждый столбик по 2 столбика без накида. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка, шестая прибавка. У нас получилось 12 столбиков без накида. Сразу можно отрезать лишнюю ниточку, чтобы она не мешалась, и поставить маркер для того, чтобы не спутаться и понимать, где у вас начало ряда. Вяжем третий ряд. Через каждый столбик без накида мы вяжем прибавку. В ряду у нас должно быть 6 прибавок. Первый столбик без накида, прибавка. Столбик без накида, вторая прибавка. Столбик без накида, третья прибавка. Столбик без накида, четвертая прибавка. Столбик без накида, пятая прибавка. Столбик без накида, шестая прибавка. Мы связали третий ряд. В ряду у нас получилось 18 столбиков без накида. Приступаем к вязанию четвертого ряда. В четвертом ряду мы также делаем 6 прибавок через каждый второй столбик. 1, 2, первая прибавка, 1, 2, вторая прибавка, 1, 2, третья прибавка, 1, 2, четвертая прибавка, 1, 2, пятая прибавка, 1, 2, шестая прибавка. Мы связали четвертый ряд, а в ряду мы получили 24 столбика без накида. Мы приступаем к вязанию пятого ряда. В пятом ряду мы также делаем 6 прибавок через каждый третий столбик. 1, 2, 3, первая прибавка, 1, 2, 3, вторая прибавка, 1, 2, 3, третья прибавка, 1, 2, 3, четвертая прибавка, 1, 2, 3, пятая прибавка, 1, 2, 3, шестая прибавка. Мы связали пятый ряд, в котором получили 30 столбиков без накида по кругу. Мы приступаем к вязанию шестого ряда. В шестом ряду мы вяжем по кругу 30 столбиков без накида. Вяжем этот ряд самостоятельно и встречаемся с вами в конце шестого ряда. Я связала шестой ряд.
Выворачиваем вот так вот детальку, она у нас начинает немножко закругляться. Переставляем маркер, чтобы не перепутать начало ряда. И приступаем к вязанию 7-го ряда. В 7-м ряду мы делаем 6 прибавок через каждый 4-й столбик. 1, 2, 3, 4. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4. Вторая прибавка. 1, 2, 3, 4. Третья прибавка. 1, 2, 3, 4. Четвертая прибавка. 1, 2, 3, 4. Пятая прибавка. 1, 2, 3, 4. Шестая прибавка. Я связала 7-й ряд. У нас в ряду получилось 36 столбиков без накида. 8-й ряд мы вяжем 36 столбиков без накида по кругу. Вяжем 8-й ряд самостоятельно и встречаемся в конце 8-го ряда. Я связала 8-й ряд, 36 столбиков без накида. Приступаю к вязанию 9-го ряда. В 9-м ряду мы вяжем 6 прибавок через каждый 5-й столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Первая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Третья прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Четвертая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5. И последняя, шестая прибавка. В итоге мы получаем по кругу 42 столбика без накида. И 10, 11, 12 ряды мы вяжем по кругу по 42 столбика без накида. Нам нужно в итоге провязать 3 ряда по 42 столбика без накида. Вяжем эти ряды самостоятельно и встречаемся с вами в конце 12 ряда. Я закончила вязание 12 ряда. И теперь мы приступаем к вязанию 13 ряда. Мы будем менять нить. Маркер можно убрать. Я отрезаю белую нить, оставляю небольшой кончик для ввязывания. Беру желтую пряжу и приступаю к вязанию 13 ряда. 13 ряд мы будем вязать 42 столбика без накида по кругу. Вот таким образом я слегка натягиваю петельку, чтобы она была тугая. Прикладываю ниточку желтенькую и начинаю ввязывать.
Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 9, 40, 41 и 42. Таким образом мы провязали 13 ряд. Вот так вот ниточки вязаные. Кончики можно отрезать. Можно не отрезать, они все равно будут спрятаны внутри детали. Теперь мы приступаем к вязанию 14 ряда. 14 ряд мы будем вязать только за задние полупетли. Таким образом провязываем 42 столбика без накида. Вяжем только за задние полупетли. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 38, 39, 40, 41, 42. Мы провязали 14 ряд. И теперь мы приступаем к вязанию 15, 16 и 17 рядов. Мы вяжем 42 столбика без накида по кругу, 3 ряда. Вяжем самостоятельно и встречаемся с вами в конце 17 ряда. Я закончила вязание 17 ряда, связала 42 столбика без накида. И теперь мы приступаем к вязанию 18 ряда. С 18 ряда мы начинаем делать убавки. В 18 ряду у нас будет 6 убавок через каждый 5-й столбик. Один, два, три, 4, 5, убавка. Первая убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Третья убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Четвертая убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Так, я смотрю, я ошиблась. Шестая убавка. Я связала 18 ряд. В ряду у меня получилось 36 столбиков без накида. 9 ряд мы вяжем по кругу самостоятельно 36 столбиков без накида. И встречаемся с вами в конце 19 ряда. Я довязала 19 ряд и теперь приступаю к вязанию 20 ряда. В 20 ряду мы будем делать
6 убавок через каждый четвертый столбик. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. 1, 2, 3, 4. Вторая убавка. 1, 2, 3, 4. Третья убавка. 1, 2, 3, 4. Четвертая убавка. 1, 2, 3, 4. Пятая убавка. 1, 2, 3, 4. Последняя шестая убавка. Мы связали 20 ряд. У нас получилось 30 столбиков без накида по кругу. 21 ряд мы вяжем самостоятельно, 30 столбиков без накида по кругу. И встречаемся с вами в конце 21 ряда. Я связала 21 ряд и теперь приступаю к вязанию 22 ряда. В 22 ряду мы будем делать также 6 убавок через каждый третий столбик без накида. Первый столбик, второй, третий, убавка. Первая убавка. 1, 2, 3. Вторая убавка. 1, 2, 3. Третья убавка. 1, 2, 3. Четвертая убавка. 1, 2, 3. Пятая убавка. 1, 2, 3. Шестая убавка. Мы закончили вязание 22 ряда. Приступаем к вязанию 23 ряда. В 23 ряду мы будем делать 6 убавок через каждые 2 столбика без накида. 1, 2, первая убавка. 1, 2, вторая убавка. 1, 2, третья убавка. 1, 2, четвертая убавка. 1, 2, пятая убавка. 1, 2, шестая убавка. У нас получилось 18 столбиков без накида. Вяжем 24 ряд, 6 убавок через каждый столбик без накида. Первый столбик без накида, первая убавка. Столбик без накида, вторая убавка. Столбик без накида, третья убавка. Столбик без накида, четвертая убавка. Столбик без накида, пятая убавка. Столбик без накида, шестая убавка.
Мы довязали 24 ряд, получили 12 столбиков без накида. На этом этапе складываем яичко таким же образом, как мы и складывали верхнюю часть, белой частью внутрь. Вот таким вот образом. Вяжем последний 25 ряд. Нам нужно уже закрыть это отверстие. И в 25 ряду мы делаем 6 убавок. Первая убавка. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая убавка. Пятая убавка. Шестая убавка. Мы получили 6 столбиков. Отрезаем нить. Вытягиваем ниточку. Вставляем ниточку в иголку. И затягиваем отверстие таким же образом, как я делала и с верхней частью. Такой способ затягивания отверстия мне нравится больше всего, так как он не оставляет выпуклостей. Вот так, таким образом затягиваем потуже. И в эту же дырочку пропускаем иголочку. Вытягиваем ее в любом месте между вот этими двумя стеночками. Немножечко тянем, чтобы углубить место стягивания. И ниточку можно отрезать и спрятать. Вот так вот я отрезаю. Кончик прячется сам автоматически. И вот такая нижняя часть яичка у меня получилась. Вот если приставим, то у нас получится яичко. Туда вполне свободно помещается такой цыпленочек. Прежде чем приступить к сшиванию этих двух деталей, я рекомендую сначала украсить каким-либо узором верхнюю часть яичка. Я буду украшать вот таким вот узором выпуклые шишечки. Сначала будем украшать, а потом свяжем эти две детали. Для украшения верхней части яичка я взяла пряжу оранжевого цвета. Это у меня пряжа Yarnard Jeans номер 85. Ниточку я отрезала подлиннее, чтобы хватило по всему яичку сделать узор. И вот таким образом я делаю такие выпуклые шишечки. Я вставляю иголку. Кончик оставляю. Продеваю иголочку в соседнюю петельку, вставляю ее только по желтой стеночке. Здесь белую стеночку я не трогаю. Только по желтой стеночке. Вот так вот вставляю.
Ниточкой обматываю иголочку 1, 2, 3 раза и вытягиваю ниточку. Натягиваю ее, и у меня получается вот такая вот шишечка. Далее я вставляю нить, иглу в другое место шапочки, крышечки. И таким же образом через одну петельку, 1, 2, 3, наматываю ниточку и вытягиваю иглу. Руками помогаю шишечке сформироваться. Последняя шишечка, и я вытягиваю нить вот в ту же самую петельку, в начальную петельку, с которой я начинала. Я вытягиваю, отрезаю лишнее и здесь завязываю узелок. Узелок прячем внутрь детальки. Вот таким образом. Вот такая крышечка у меня получилась. Я думаю, что более никаких узоров я делать не буду. Оставлю так, чтобы было лаконично, более спокойно. Там у меня будет сидеть вот такой вот цыпленок. Сюда у меня будет садиться. И домик будет закрываться. Приступаем к следующему этапу. К этапу сшивания деталей. Я беру яички, складываю их между собой вот этими местами стыка. Здесь у нас будет пуговка. Заранее я вдену нить в иголку. Снова мы примеряем и для себя определяем середину задней стороны яичка. Ну вот примерно вот так я определила, что середина яичка у меня вот где-то вот здесь. И от этой петельки я отсчитываю в сторону 6 петелек. 1, давайте 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот с этой петли я и начинаю сшивать детальки. Детальки я сшиваю за оставленные полупетли. Вот таким образом я ввожу нить, оставляю кончик здесь. Переворачиваю деталь, мне так удобно, немножко придерживаю кончик нити. И вот таким вот образом, петелька за петелькой, я начинаю сшивать детальки. Так я прошиваю 14 петелек. То есть вот 1 это вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13 и 14. Проверяем наше яичко. Нам нужно, чтобы вот эта вот ниточка находилась посередине между вот этими рядами. Ну вот, у нас примерно это середина получается. Вполне нам подходит. Далее мы вставляем иголочку вот сюда и между стенками яичка выводим иголочку в первую петлю, откуда у нас было начало, вот откуда вот эта ниточка самая первая выходит. Вот так вот через всю стенку мы протягиваем. Я отрезаю лишнюю нить. И вот таким вот образом на узелочек. Сильно не тяните, потому что может засбориться. Вот так вот. Оп. Отрезаю. И при помощи крючка я прячу. Вот, ничего не видно. Вот такая вот стеночка аккуратная у нас получилась. И вот таким образом оно будет открываться у нас, яичко. Туда мы будем сажать птенчика. Вот так. Теперь нам здесь нужно сделать петельку. Я буду делать петельку вот для такой пуговки. Я делаю набор, развивающий набор для ребенка, для маленького. И поэтому мне нужно, чтобы пуговки были больше, чем обычно. Обычно же я использую вот такие вот маленькие пуговки. Вот такие вот. Такие пуговки я заказывала на AliExpress. Они мне очень нравятся, потому что они подходят к любому цвету. Простенькие, маленькие. Но именно в этом случае я буду использовать вот такую пуговку побольше. Если вы будете пришивать вот такую вот маленькую пуговку,
то вам нужно сделать петельку из 5 воздушных петель. Этого будет достаточно. В моем случае пуговка большая, и мне придется делать воздушных петель больше. Я беру яичко и начинаю вязание вот так. Пропускаю крючок вот таким вот образом, вытягиваю ниточку и набираю 1, 2, 3, 4, 5. Вот для такой пуговки, для маленькой пуговки, вам будет достаточно и 5. Для моей пуговки, я думаю, нужно будет где-то 10 точно. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Примеряем. Вот таким образом я примеряю, пройдет пуговка или нет. Проходит. У меня как раз и длина нити небольшая, поэтому все подходит. Я сделала 10 воздушных петель, вставляю вот таким образом крючок. Так, сейчас. Вот таким образом я делаю петельку. Я как бы в конце делаю соединительный столбик и вытягиваю ниточку и затягиваю ее. Саму ниточку я прячу при помощи крючка внутрь яичка. Вот так. Здесь она вышла. Сейчас мы ее и здесь спрячем. Вот таким образом. Вот. Не хочет она прятаться. Так. У меня получается вот такая вот петелька. Я еще раз проверяю, пройдет ли моя пуговка. Да, довольно хорошо проходит. Поэтому мне остается только пришить пуговку. Вот сюда я буду ее пришивать. Для пришивания я буду использовать пряжу желтого цвета, так как дырочки у меня здесь довольно большие, и моя игла спокойно пройдет, я думаю. Таким образом. Я пришиваю пуговку, делаю несколько, 2 стежочка, думаю, будет достаточно. Довольно крепко будет сидеть. Вот таким образом. Делаю узелок. Даже можно несколько узелочков для крепости. Отрезаю ниточку. И конечки ниточек я прячу. Вот таким образом внутрь яичка. Ну что ж, мое яичко готово. Остается посадить в него жителя.
Вот такое яичко у меня получилось. Мне нужно было желтое яичко с желтеньким жителем. Вот так оно расстегивается, и оттуда выходит птенчик. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что вязали со мной эту игрушку. Я очень рада, что у нас с вами все получилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчик. Спасибо вам большое, что были со мной. Всем пока!